Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Предлагаю вам общий расклад Таро на отношения на загаданного человека. Ну, на загаданного давайте мужчину. Мужчины тоже могут посмотреть на ситуацию со стороны. Посмотрим вашу ситуацию, что было, что есть, что будет в отношениях. Посмотрим мысли, чувства, планы и действия загаданного человека по отношению к вам. Ну и посмотрим, какие перемены у вас в отношениях могут происходить в ближайшем будущем. Настраивайтесь на себя, на ситуацию. Смотрим, что за ситуация. Смотрите, мужчина-отшельник. Ну, он уже после 33 однозначно здесь. Скорее всего, пауза, закрылся. Вот, делает вид, что не замечает вас. Может использовать паузу в своих целях. Вы за ним, скорее всего, тайно наблюдаете за этим мужчиной. Он вам может быть непонятен, загадочен, таинственен. Мужчина, скорее всего, земной стихии, дева, козерог или телец. Ну, здесь знак зодиака не обязательно этот будет, но смотрите, он отдален от вас. То есть это или на дистанции, или вы о нем мало знаете, плохо знаете. Вот такое вот. Отшельник, да? Ну и пауза в отношениях может быть. Далее, здесь туз земли. Ну, как бы этот мужчина дает вам шанс. Вы, скорее всего, его в лицо редко или видите редко, или не видите вообще. Вы постоянно к нему лицом. Это, скорее всего, какой-то мужчина, знаете, как будто бы незнакомец какой-то все-таки, который дает вам шанс. Вы вроде бы как за него зацепились, и он за вас зацепился. Но на дистанции все равно здесь пока что. Вы как будто бы чувствуете вроде бы как его прикосновение к себе. Далее здесь паш воды. Ну, смотрите, как минимум какие-то чувства к нему вы питаете, как женщина. Ну и женщина, смотрите, мужчина. Женщина к вам питает чувства. Но и мужчина может вас как-то заинтересовывать, манить вас к себе, подманивать. Это такая рыбная карта больше. То есть он вас заинтересовал. Вы фантазируете, мечтаете, и здесь шестерка воды. Какие-то похожие отношения у вас уже были с подобным. Ну или подобные отношения были. Да, это мужчина может быть и хорошо знаком вам, но почему-то мне идет все-таки, да, что вы не теряете надежды с ним быть дальше, да, и все равно плохо его знаете. То есть это какой-то все-таки незнакомец для вас. Но это может быть и бывший. Смотрите, вы смотрите ситуацию, это общий расклад, под себя адаптируете. Может быть бывший по этой карте, который снова появился на связи, и вы его давно не видели. Или человек совершенно неизвестный вам, который там, ну, может быть, только раз написал, два, то есть вот такое у вас пару встреч каких-то было. Или вы с ним познакомились, потом он пропал и теперь опять дал о себе знать. Ну и еще одна карта, здесь девятка огня. Здесь идет такой поток интересный. Все идет на эмоциях. Центральная карта эмоциональная. И знаете как? Он вами все равно интересуется, и вы им интересуетесь. И каждый имеет здесь свою цель. Давайте посмотрим, почему мужчина отшельник. Почему мужчина отшельник? По какой причине? Да, он действительно от вас отдалился. Это или бывший на отдалении, на дистанции, или какой-то любовник на дистанции, или какой-то человек, который преследует свою цель на дистанции. Почему он отдалился? Потому что у него свои цели, или он не может быть ближе к вам, потому как имеет какую-то свою конкретную цель и задачу. Это отношение на дистанции. Какой он шанс дает вам? Он открывает вам шанс испытывать эмоции и чувства как женщине. Но для него это тоже шанс на распределение потоков, и именно финансовых. То есть он как бы решает, благодаря вот этим отношениям, какие-то свои финансовые интересы, материальные интересы, может быть даже меркантильные интересы. И вы мечтаете тоже, что у вас и материально с ним как бы что-то изменится, наладится, да, то есть что-то и он вам даст. Может быть, вы надеетесь, что он богатый, потому что туз земли и шестерка земли. То есть здесь
что он вам дает? Вы оба друг другу даете какой-то шанс на урегулирование финансового вопроса. Паш воды. Какие чувства? Чувства эти вас, они пленяют вас. И эти чувства, чем дальше они у вас развиваются, да, чем дальше и больше вы в них что-то чувствуете, да, в этих отношениях, тем больше вам становится страшно, больнее. То есть вы себя этими чувствами накручиваете. То есть что эти чувства дают вам? Вы накручиваете себя до такого, знаете, может быть, даже до психоза какого-то, да. Ну и его тоже можете так доводить, да, то есть вы его как-то доводите до какой-то кондиции, давайте так, и он вас доводит до кондиции. Здесь оно обоюдно. Далее. Что с прошлым связывает? С прошлым связывает разрушение, с прошлым вас связывают неудачи, измена и что-то неприятное. Башня. Это человек как будто бы несет в себе какие-то похожие прошлые проблемы, да, вот такое вот. Или вы чувствуете что-то похожее. Может быть, вы чувствуете или предчувствуете, да, какую-то неприятность в связи с этими отношениями, и этому человеку вы до конца не доверяете, он вас напрягает, этот человек. Какая цель здесь? Цель здесь такое, вернуть все назад, все по огню идет. Как бы у вас цель, и у него цель. Ему цель все вернуть себе, а у вас цель вернуть и повторить эти отношения, то есть что-то доказать, использовать шанс на отношения, на брак, на союз, да. И у каждого своя цель. Да, то есть какая цель? Цель именно в том, чтобы повторить что-то. Зайти еще раз в одну и ту же воду, но есть таке гарне таке українське, двічі в одну річку не війдеш, да. Вот тут именно вот каждый хочет войти в воду, да, или в эту реку дважды, по второму кругу, как бы, да. Но если здесь вы входите как бы по какой-то более серьезной цели, то здесь хотя бы что-то получить. Мужчина хоть на какую-то, да, рассчитывает на какое-то предложение от вас, а вы хотя бы на что-то от него. То есть, ну, если не это, хотя бы это, да. Если не так, хотя бы так, знаете, как не нытьем, так катанием, да, или не мытьем, так катанием. То есть, в общем, ситуация такая, да. Есть некий мужчина, которого вы хорошо знаете, но не доверяете. Или плохо знаете, но не доверяете. Но в любом случае, каждый из вас при этой ситуации, имея уже болезненный опыт в отношениях, решился таки рискнуть, все равно получить что-то свое. Ну, то есть он свое, а вы свое. Но тут как бы каждый претендует именно больше на, ну, материальное благополучие. Давайте скажем, каждый из вас хочет улучшить свою жизнь один за счет другого. Ну вот тут так. Ну это жизнь, да, почему? А почему бы и нет? Давайте посмотрим, что уже было между вами, если оно было, да? И что бы было бы между вами, если бы оно произошло, даже если вы этого человека не знаете, да? Как бы реальная линия прошлого или мнимая линия прошлого с реальным или виртуальным человеком. Интересно. Но видите, нам этого знать не нужно. Это прошлое темное. Как минимум была бы какая-то тайна. И у каждого из вас была бы какая-то тайна, которую бы вы не хотели ему открывать. Дальше что еще? Была тайная надежда, и все тут, смотрите, земля и двойка земли. В тайне каждый хотел, знаете, что-то получить действительно. И это все-таки там подарок, деньги. То есть, ну, тут меркантильный интерес имеет вот прямо такой акцент в этом раскладе, да. То есть, смотрите, будьте осторожны. Это может быть как предупреждение на отношения с человеком, которого вы вообще не знаете. Вот там познакомились в сетях, например, а он, ну, кто угодно может быть хороший, может быть и плохой, может манипулировать молчанием и так далее. Дальше, что еще было у вас? У вас была сильная страсть, после которой вы себя вот почувствуете
брошенной, ненужной, доведенной до отчаяния, и будете накручивать себя. Может быть, была сексуальная связь такая страстная. Может быть, виртуальный секс был. Далее, у вас в прошлом была любовь и влюбленность, но она причинит боль или причинила боль. Дальше. Ну, такая страстная прямо любовь. И что еще было? И дальше мужчина встает в позу, в некую такую, где женщина будет пытаться его контролировать, доставать как-то, управлять им. А он будет такой непоколебимый, загадочный и таинственный. Будет как будто бы делать вид, что ему ничего не нужно, он ничего не хочет. Или чего ты ко мне пристала, да? То есть он, по сути, как бы влюбит в себя, этот мужчина, да? Привяжет к себе такой какой-то, ну, давайте, сильной сексуальной энергетикой, загадочной, может быть, даже магической какой-то своей мужской энергетикой. Ну и женщина здесь тоже может быть такое, что, смотрите, мужчина и женщина к себе, она здесь женщина-ведьма настоящая, получается. Она к себе, может быть, даже и притянет для того, чтобы, ну, как бы пытаться управлять вами. Ну и у вас, и у нее свои материальные интересы. Помните о том, что у каждого здесь, ну, какой-то расчет, да, есть. Давайте дальше смотреть. Что есть, вот, ну, как бы, что будет дальше, или то, что сейчас будет происходить, да, как происходит событие. Двойка воды, он вроде бы как вас любит, да, или делает вид, и он вроде бы как, тут что-то о спасении идет, но тут вроде бы как он вас спасает эмоционально, но, может быть, и рассчитывает на спасение какое-то свое физическое, да. Что дальше? Вроде бы как влюбил. И теперь семерка огня. Женщина вроде бы как сопротивляется, но помните о том, что это обоюдное, у каждого свой интерес здесь. Здесь каждый отстаивает именно свой интерес, поскольку по семерке огня мы всегда отстаиваем свой интерес. Дальше. Восьмерка воздуха. Женщина вот, она чувствует некие такое сомнение, страх, что ей будет еще больнее, чем было. Ну и мужчина не отпускает ее. А женщина не отпускает мужчину. Дальше, что сейчас происходит? Шестерка огня. Каждый хочет что-то доказать друг другу. Ну, как минимум, каждый претендует на выигрыш и быть, давайте так скажем, победителем в этой ситуации. Получить свою выгоду в этих отношениях, да, какую-то, да, то есть материальное удовлетворение, сексуальное удовлетворение, эмоциональное удовлетворение, но все равно получить успех. Каждый рассчитывает, и женщина, и мужчина в том числе. Ну и что еще происходит? Четверка воды. Женщина как минимум пытается копнуть поглубже и очень сильно эмоционирует, ну, переживает. До конца не понимает этого мужчину, а мужчина вроде бы как обиделся, да, на нее, или делает вид, что обижен. Вот такое происходит сейчас. Некая такая пауза, опять четверка выпадает в конце. Был какой-то рывок такой, да, у вас как будто бы вы влюбились, пошли в защиту оба, потом боитесь потерять друг друга, но все равно пытаетесь продолжить, и при этом это вас, ну, как бы выснаживая, это истощает, да. Хорошо, влюбил он вас сильно, и вы сопротивлялись вроде бы как, и он сопротивлялся. А теперь боитесь друг друга потерять, при этом хотите доказать, что вам это не безразлично. Хотя как минимум, ну, мужчина здесь такой делает вид, что ему безразлично. Ну, смотрите, мужчина, может быть, в вашем случае это женщина. Давайте смотреть, что будет. Смотрите, мужчина все равно преследует свою цель. Здесь король земли, ну, как будто бы он как стрелец, но ну, пусть будет король земли и телец. То есть мужчина попал в яблочко, давайте так скажем, и попал женщине в самое сердце, да. За счет чего? Он ее заинтересовал, он как бы проявил некую инициативу, проявил какие-то чувства, да, даже пусть они будут, ну, и пожрицы какие-то такие эзотерического характера, виртуального характера. И возбудил ее очень сильно. Женщина здесь возбуждена, но она этого боится. То есть дальше мужчина будет продолжать преследовать свою цель. В любом случае будет стоять на своем. Тройка воды. Он будет волновать эту женщину, кружить эту женщину. И кружить и волновать ее будет эмоционально. А женщина его будет ревновать и подозревать, что что-то там не так. Далее, здесь есть мир, какой-то выход будет из этой ситуации. Давайте смотреть, какой. Вам откроется что-то. Прям откроется или информация, или возможность какая-то.
здесь император, мужчина получит свое и останется при своих интересах и сохранит власть над этой женщиной. Но он получит, наверное, все, а женщина может все не получить. Ну и что здесь двойка огня? Получается, женщина не сможет забыть этого мужчину. И ни женщина, ни мужчина не смогут друг друга отпустить в этих отношениях. Интересно получается. Давайте посмотрим его мысли о вас прямо сейчас, в эту минуту. Что он думает? Смотрите, он в каком-то отчаянии, или он думает, что вы грустите. Вот почему-то вот он думает, что вы переживаете и грустите. Здесь пятерка воды, но здесь больше такая женская колода, поэтому он думает о том, что вы за ним скучаете и грустите о нем. Что думает еще? Здесь умеренность, он все равно хочет выкрутить эту ситуацию, которая между вами, так, чтобы, знаете, получить как бы, ну, как минимум свою выгоду, и чтобы вы как бы, ну, может быть, не остались, что ли, без ничего, да. Умеренность все равно по вот этой вертикали, он думает о том, как бы выкрутить эту ситуацию так, чтобы было хорошо двоим. Ну, как бы хотя бы, чтобы понравилось двоим. Что еще думает? Он думает, что вы ему не доверяете. И, может быть, чувствует ваши страхи. Чувствует, что вы о нем даже гадаете сейчас. И чувствует, что, знаете, как будто бы вот вы пытаетесь не обращать на него внимания, закрывать на него глаза, но все равно следите за ним. То есть он чувствует вашу связь. Ну, это чувствует, но и он понимает это, да, то есть он понимает и чувствует, а понимает, потому что чувствует, а мы смотрим мысли с вами. Что еще думает? Он думает, что он смог сделать все так, чтобы это было незаметно, и он думает о том, что вы чего-то не заметите, то есть у него есть какая-то хитрость по отношению к вас, которую вы не замечаете. Что еще думает? Он думает, что вы ему не отдадите то, что принадлежит вам, и то, над чем вы имеете власть, вы ему не отдадите. Но он все равно рассчитывает это получить. То есть он у вас хочет что-то взять ценное. Давайте посмотрим чувства его к вам. Что чувствует? Тройка воздуха. Чувствует, что он вам разбил сердце и причинил боль. Дальше. Он чувствует, что разжег в вашем сердце огонь, и этот огонь, он жжет ваше сердце изнутри. Что он еще чувствует? Чувствует, что внутри пустота у него, он опустошен. Что еще чувствует? Он чувствует, что все может сорваться у вас, и все может измениться в любой момент. Он чувствует, что вы его в чем-то подозреваете и не доверяете ему, и это может все испортить. И семерка земли, он чувствует, что вы сомневаетесь, и из-за этих сомнений он тоже начинает колебаться, но пытается сохранить эти чувства. То есть он пока не поддает виду, то есть вы его как бы доводите до какого-то отчаяния, потому что это обоюдное, но идет здесь на двоих, да, расклад идет. И он начинает как бы паниковать, нервничать, переживать, потому что сомневается, а сомневается в том, что он чувствует, что вы сомневаетесь, да. Какие у него планы на вас? Ну, во-первых, Иерофант, он хочет вас уговорить. Дальше, он хочет вас разжечь все больше и больше, и сильнее огня. Он хочет, чтобы вы поторопились и сделали какое-то движение, но вам это движение сейчас не нужно делать. Или вы не можете его сделать, или вам нужно подождать. Далее, он хочет взять ситуацию в свои руки и, знаете, постоянно на эмоциях будет вас будораживать и подогревать, да, давай сделай это, а вам нужно повременить, вам не нужно торопиться. Он хочет контролировать эту ситуацию, да, и чтобы все происходило так, как хочет он. Вам действительно нужно стоять и не торопиться, особенно если не хотите потерять как минимум управление над ситуацией, то, на чем сидите. Ну и, может быть, потерять работу и деньги. Тут работа тоже имеет значение. Ну и дальше, что он еще планирует делать, да, а здесь опять справедливость, да, ну как бы здесь справедливость о том, что он будет пытаться
как бы урегулировать эту ситуацию так, чтобы вы не сильно волновались. Он будет пытаться успокоить вас, при том, чтобы вы не видели и не знали. И вам придется полагаться только на свою интуицию, на свои женские чувства. Особенно если вы как женщина гадаете. Ну а женщина тоже будет здесь пытаться успокоить мужчину, но поторапливать. Да? То есть каждый друг друга будет подталкивать к своей цели. Любит ли он вас по-настоящему? Давайте посмотрим. 8 воды. Здесь о страдании что-то, и 8 воды это уход мужчины, но ему невыгодно, чтобы женщина уходила. Здесь полный хаос в его отношениях к вам, но здесь и сейчас любовью назвать это нельзя, и он не знает, уйти ему или остаться, ну и ей же точно так же. То есть непонятное чувство. Здесь тройка земли, здесь важно, чтобы женщина взяла контроль в свои руки, но если вы как мужчина смотрите, то женщина попытается взять контроль над собой и в свои руки. И мужчина здесь будет продолжать все равно достигать своей цели. Дальше здесь маг. Мужчина может быть, знаете, таким очень умелым человеком, но притворяться дураком. Он может быть очень талантливым, но не подавать виду, то есть вы его можете недооценивать. И то, что вы видите, может быть только верхушкой айсберга. То есть вы его можете увидеть совершенно в другом виде и свете. И здесь повешенный выпадает. То есть смотрите, здесь, если о любви, то здесь может быть такая, как будто бы страсть, которая принесет в конечном итоге как минимум боль и страдания, но а как максимум очень сильное испытание и даже где-то ловушку, которую вы можете предчувствовать. И вот это предчувствие по жрице здесь, да, идет, особенно женская интуиция. Будьте здесь предельно аккуратны. Особенно мужчина может там как бы или энергетически к себе привязать, или очень уловко и умело манипулировать. Но вы этого не заметите, поскольку человек будет вам казаться не тем, кем является на самом деле, или намного проще, чем есть на самом деле. Давайте посмотрим, о чем этот повешенный, который здесь висит, это о чем. Здесь повешенный о предательстве, об измене, 5 воздуха. То есть каждый здесь идет ва-банк. Но вот идя ва-банк, вы здесь повышаете, ставки повышаете, и обязательно кто-то проиграет. Кто проиграет, мужчина или женщина? 10 огня. Здесь могут оба пострадать. Но здесь женщина сохраняет контроль над мужчиной. Возможно, мужчина и проиграет. Я не исключу. А учитывая то, что 10 огня это тяжелая мужская карта, в принципе, ну, мужчина здесь может пострадать. Поэтому, мужчины, будьте осторожны. Женщина может все-таки успеть взять ситуацию под контроль. И повешенные вот этот, видите, связаны. Тогда это вы окажетесь в ловушку. Ну и женщины, смотрите, если вы почувствуете, что мужчина здесь как бы сильнее вас, то на его месте можете оказаться вы. И 5 воздуха и 10 огня вместе дают сложную комбинацию дьявола. Дьявол, кстати, еще пока не выпадал. 5 огня, еще одна карта. У каждого своя игра, и чем дальше, тем она горячее и опаснее. Или непредсказуемая. Звезда, женщина здесь пользуется. Очень-очень сильно пользуется своей красотой, и ей нужно пользоваться своим умом, мозгами и головой. А поскольку центральная карта здесь, ну, она такая пажевая, да, то здесь это о наивности больше. Поэтому, знаете, как бы, если женщина вовремя, я кажуть украинскую, не отямится, да, или не придет в себя, ну, тогда она может оказаться на месте мужчины. Ну, и повешенный тогда будет ее. Ну, и последняя карта здесь. 10 воздуха. Что-то должно прекратиться. На чем-то должна быть поставлена жирная точка. И здесь как повешенный, да, здесь выпадает и 10 воздуха. 22. А 22 это дурак по второму кругу. То есть у меня такое ощущение, что где-то в этих отношениях вы повторяете ошибки, из которых вы не делаете выводов, потому что по наивности, глупости или выключению мозгов ошибки из прошлого вы не хотите замечать, поскольку вами владеет где-то на каком-то этапе дьявол, а на каком-то просто дурак и безумие. Есть ли здесь счастье в этих отношениях? 6 воздуха это ответственность, туз воздуха это риск, и паж земли это просто, как бы, знаете,
отношения ради шанса, да, ради возможности. Ну и последняя такая карта с Солнцем. Знаете, здесь очень рискованные отношения получается. Вы рискуете здесь сгореть, и это сгорание, оно у вас идет по 4 огня. Вы рискуете стать очень доступной. И это риск. Вот это вот паж земли, он с косой здесь. Он как будто бы вы хотите получить это, да, оно материальное. Но оно вас может обжечь. Смотрите, 19 и 4 это 23, опять иерофант. Это вас чему-то научит. Давайте посмотрим, а чему вас это научит. А научит вас это управлению и риску. И за этим риском у вас будет действительно управление недолгое какое-то, как вспышка. Судьба ваша изменится. И королева земли, ну здесь как минимум женщина должна получить какой-то ценный приз, ценный подарок. Благодаря тому, что она все-таки возьмет инициативу в свои руки. Но рискует эта женщина очень сильно или здоровьем, или большой суммой денег. Вот почему-то так. Давайте посмотрим, что прячет за своей спиной загаданный человек. Ну пусть мужчина. Здесь 10 земли, крупную сумму денег и семью. Он не бедный. 4 воздуха. Здесь какой-то свой план, потому что 14 и тихо. Это тайный план. Дальше здесь есть 5 земли. Это, ну, как минимум, какие-то проблемы. И может быть и в семье. И король воды, он скрывает свои истинные чувства. И эти истинные чувства могут, знаете, как бы немножечко вас задеть и даже, ну, уколоть, да, или разбить сердце. У него все-таки этот тризуб, да, он может принести боль. А 3 мечей у нас уже была. Дальше здесь 9 земли. Он прячет в тайне какие-то крупные суммы, какие-то серьезные подарки и что-то такое очень важное, что показывать как сокровище никому нельзя. Дальше. Врет или говорит правду. Королева воды. Играет на эмоциях. Он играет в правду, но только на своих условиях. Дальше. Королева воздуха. Действительно, здесь нужно включать мозг, а не только интуицию. И одни чувства в этих отношениях вам могут очень сильно навредить. Дальше. 7 воды. Вы пребываете в иллюзиях. Это точно он очень сильно играет вашими чувствами и наивностью. Ну и давайте еще. Опа, тут приклеилась карта. Их 2. Ага, вот. Ну и король воздуха. Смотрите, тут по-настоящему нужно играть в шахматы. Король воздуха, королева воздуха. А вы играете в любовь, в отношения здесь. Поэтому мужчина здесь потенциально такой, он небезопасный, и с ним нужно очень аккуратно, потому что у него большая претензия, у него большие амбиции, он может быть и хитер, и манипулятивен. Но если вы будете трезвы, именно трезвы, а не пребывать в розовых очках по 7 воды, тогда вы будете, ну, как бы не контролировать. Ну, тут ваш контроль тоже очень важен. Здесь женщина не должна терять контроль. А поскольку игра на чувствах, то часто вот мозг выключается, да, и идут только чувства. Поэтому, смотрите, мужчина здесь, у каждого своя цель, но женщина тут может выиграть. Но как минимум не потерять много, да, это как минимум. Дальше, по 3 огня. Здесь постоянно будет такое, знаете, как мужчина будет давать перспективу какую-то, заинтересовывать и поворачиваться спиной. То есть заинтересовывать перспективой отношений, подогревать ситуацию. Императрица здесь, смотрите, еще одна выпадает. Классно. Тут королева земли, да, крупная императрица. Ставки очень высоки, особенно для женщин. И 10 воды. Будет очень много чувств. Будет как будто казаться, что вы влюблены. Дальше будет 9 воды. Мужчина и женщина будут как будто бы находиться в таком своем оазисе и считать, что каждый получил свое. Стоит ли держаться за эти отношения? Вы не можете выйти из этих отношений, поскольку дьявол уже вас держит. Вы уже этот вопрос, ну, как бы не можете рассматривать, стоит ли держаться. Эти отношения и так держат уже вас. Дальше. Здесь смерть, должно что-то резко измениться, внезапно, радикально. И рыцарь воздуха будет или сильный конфликт, или серьезное разногласие.
Что оно принесет? Смотрите, мы всю колоду выложили. Оно принесет, по пажу воздуха, оно принесет не очень приятные какие-то переживания, головную боль и проблемы. Дальше у нас получается рыцарь воды. Как в лучшем случае вы можете остаться друзьями. А двойка воздуха. Вы встанете перед дилеммой. Да или нет. И последняя карта, которая выпадает, даст ответ. Да или нет. Восьмерка земли. Прилагая усилия с каждой стороны, вы в конечном итоге сможете добиться результата. Но помните о том, что вам нужно четко понимать, чьи розы, из какого сада вы режете, и видите ли вы, и знаете ли вы этого человека в лицо. Мира вам и вашому миру, берегите себя, любите себя і міри, які окружають вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви, які лізуть на світ і заважають бути світлу. І світлу здійснювати світлі дії у світі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.